Дорогие друзья из Узбекистана, с теплом и уважением шлю вам привет. Пусть ваша земля, где рождается айгуль, цветок солнца и любви, всегда остается такой же прекрасной и вдохновляющей. Айгуль – волшебный цветок Узбекистана. Есть растения, о которых говорят шепотом. Они не просто украшают землю, они дышат ею, храня ее тайны и легенды. И среди тысяч цветов, растущих на просторах Узбекистана, есть один особенный – айгуль, цветок, рождающийся из сердца гор. Когда первые лучи солнца касаются вершин Баткенских гор, земля словно оживает. Холодный ветер уносит остатки ночи, и среди камней, где, кажется, не может вырасти ничего живого, появляется он, нежный стебель, пробивающийся сквозь камень. Через несколько дней этот стебель превращается в огненное пламя, распускается цветок айгуль. Его алые лепестки сияют под солнцем, будто языки живого пламени, обращенные к небу. Он цветет лишь один раз в году, всего 2 недели. Но это короткое мгновение наполняет горы особой магией. С этим цветком связана древняя легенда. Когда-то давно в далекой горной деревне жила девушка по имени Айгуль. Она была чиста и прекрасна, как утренняя заря. Ее возлюбленный, храбрый воин, ушел на войну и пообещал вернуться весной. Каждый день Айгуль поднималась на скалу, чтобы встретить рассвет и посмотреть вдаль, не появится ли он на дороге домой. Но весна пришла, а ее любимый не вернулся. Тогда сердце девушки не выдержало. Она поднялась на вершину горы, где всегда ждала его, и исчезла. А наутро у подножия скалы вырос цветок невиданной красоты, с лепестками, красными как кровь и горячими как любовь. Так земля породила цветок айгуль, символ вечной любви, верности и красоты, которая сильнее самой смерти. С тех пор цветок распускается только один раз в году, весной, когда горы просыпаются от зимнего сна. Местные жители верят, что в эти дни дух девушки айгуль вновь возвращается на скалу, и ее душа радуется, глядя, как цветет ее имя. Айгуль – не просто легенда. Это реальное, редчайшее растение рода фритиларир едуардии, занесенное в Красную книгу. Оно растет только в горах Баткен и Ферганы, где суровые ветра и каменистая почва не щадят даже самые крепкие растения. Но именно там, где, кажется, нет жизни, рождается это чудо. Его стебель поднимается на высоту до метра, а на вершине распускаются 6 алых цветов, словно корона из пламени. Под каждым цветком капелька росы, похожая на слезу. Люди говорят, что это слезы самой айгуль, которая и сегодня оплакивает своего возлюбленного. В народной медицине айгуль издавна считалась растением с особой силой. Старые травницы сушили ее корни и готовили настои, помогавшие при простудах, сердечных и нервных недугах. Но цветок никогда не срывали без нужды, к нему относились с почтением, как к живому существу. Айгуль считалась растением, которое лечит не только тело, но и душу. Люди приходили к ее скалам, чтобы помолиться о любви, о верности, о возвращении близких. Считалось, что если загадать желание у цветка айгуль в день его цветения, оно обязательно сбудется, но только если сердце чисто и помыслы добры. Место, где цветет айгуль, одно из самых удивительных в Узбекистане. Весной горы там покрываются зеленью, воздух наполняется запахом трав и камня, и все пространство словно звучит. Птицы поют громче, ветер мягче, солнце теплее. Каждый год, в апреле, сюда приезжают путешественники, ученые, фотографы, чтобы увидеть чудо, которое длится всего несколько дней. Когда солнце садится, и на склоны ложится тень, лепестки айгуль кажутся тлеющими угольками. А ночью, при лунном свете, они становятся серебристыми, будто сама луна спустилась с неба и коснулась цветка. Название айгуль в переводе с тюркских языков означает «лунный цветок». И действительно, в лунном свете он словно оживает. Местные жители верят, если увидеть айгуль ночью, когда луна отражается в капельках росы, можно обрести внутренний покой и услышать, как поет сама земля. Говорят, что в эти мгновения цветок слушает древние песни ветра, те самые, что помнят айгуль и ее возлюбленного.
Сегодня айгуль стал символом Узбекистана. Его изображают на картинах, в орнаментах, в народных узорах. Ученые, экологи и местные жители стараются сохранить этот редкий вид, ведь популяция айгуль с каждым годом сокращается. Цветок страдает от вырубки, скота и неосторожности людей. Но он по-прежнему каждый год пробивается из земли, словно напоминая, что жизнь сильнее всего. Айгуль – это не просто растение. Это голос природы, говорящий о вечном. Это история любви, застывшая в камне и ожившая весной. Это символ силы, верности и красоты, которая не умирает. Когда смотришь на него, понимаешь, даже в самом холодном сердце земли горит тепло, даже в камне живет жизнь, даже в тишине есть песня. И, может быть, если вы однажды окажетесь в горах Узбекистана, где ветер шепчет древние сказания, где небо кажется ближе, чем где бы то ни было, вы увидите этот алый цветок. Он будет стоять один, среди камней и ветра, гордо, как память, как любовь, как сама вечность. И тогда вы поймете, чудеса действительно существуют. Они не в сказках и не в книгах, они здесь, среди гор, под солнцем и луной, в каждом лепестке цветка айгуль. Берегите природу. Берегите легенды, берегите то, что делает наш мир живым. Потому что пока цветет айгуль, живет надежда, живет любовь, живет сама душа Узбекистана. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Впереди еще много чудес природы, о которых нужно еще рассказать. Всем удачи и пока!